Внимай мне сейчас, ибо я, Господь Бог твой, говорю прямо к сердцу твоему со святой неотложностью, которая не может ждать ни часа. Нечто в духе твоем уже ощущает тяжесть этого мгновения, безошибочное давление, которое говорит тебе, что это необычное послание. Ты пришел сюда не случайно. Ты был приведен сюда божественным влечением, священным шепотом, который следовал за тобой сквозь недавние бури, сквозь тихие ночи твои, сквозь битвы твои с нуждой, смятением и страхом. И я привел тебя сюда, потому что ты стоишь опасно близко к двери, которая никогда не должна была быть открыта. Дитя мое, остаться со мной до конца этого послания, ибо то, что я собираюсь тебе открыть, и есть тайна, которая определит направление твоей судьбы. Прямо сейчас вокруг тебя происходит нечто скрытое, нечто неожиданное, нечто сверхъестественное. И если ты уйдешь слишком рано, ты не получишь ключа, который отчаянно нужен тебе, чтобы избежать того, что враг приготовил против тебя. Ты чувствуешь это, не так ли? Это дрожание в груди, это немое напряжение в духе твоем, это ощущение, что что-то в твоей жизни меняется. Ты чувствуешь приближение благословения, но также ощущаешь тень чего-то, что тебе не принадлежит. Это не воображение, это не эмоции, это я, Бог твой, отвожу тебя от невидимой ловушки. Перед тобой есть дверь, которая кажется хорошей, кажется многообещающей, кажется выгодной, но она не является частью твоего завета со мной. Остаться до конца, ибо я открою знак, который разоблачит опасность, то предупреждение, которое твой дух пытался истолковать. Без откровения, которое я собираюсь дать тебе, ты можешь принять погибель за возможность, рабство за благословение, а искушение за судьбу. Не двигайся. Не спеши. Пусть мой голос станет светом, который открывает то, что было скрыто. Ты молился о богатстве, об изобилии, о чуде, которое преобразит твою жизнь. Ты взывал о ясности, о решении, о прорыве. Ты просил меня об обетовании, о наставлении, о пути к наследию, которое я провозгласил над твоей жизнью. Но внемли мне, возлюбленный, всякий урожай начинается с разделения. Прежде чем я открою правильную дверь, я должен закрыть неверную. Прежде чем я освобожу то, что изобильно, я должен удалить то, что обманчиво. Прежде чем я благословлю тебя, я должен защитить тебя. Это тот момент, когда испытывается духовная зрелость, когда твоя вера должна устоять твердо, когда твое сердце должно слушать внимательнее, чем когда-либо прежде. Ты вот-вот вступишь в сезон божественного преображения, но только если ты последуешь этому предупреждению. Остаться со мной до конца, ибо это послание содержит божественный код, последовательность откровения, предназначенную для того, чтобы защитить тебя от негласных стратегий врага. В конце этого послания я дам тебе духовный ключ, который отведет ловушку и откроет истинную дверь благословения. Но ты должен пройти со мной через каждое слово, каждое мгновение. Это не просто очередное видео. Это встреча завета. Это сверхъестественное назначение. Это момент в твоей судьбе, когда я вмешиваюсь до того, как ловушка захлопнется. Враг создал нечто личное, нечто, приспособленное к твоей слабости, твоей тоске, твоему истощению. Но я – Бог, который видит тьму прежде, чем ты в нее ступишь. Я – Бог, который открывает скрытое. Я – Бог, который отводит свой избранный сосуд от погибели. Остаться. Слушай. Не отворачивайся до последнего слова. То, что я собираюсь открыть, это твоя защита, твоя подготовка и твое спасение. Ловушка расставлена, но чудо восходит. Только те, кто останется до конца, получат ключ, который откроет их избавление. Ты чувствуешь тяжесть того, что происходит вокруг тебя, и она немала. Ты проходил через дни,
которые кажутся тяжелее, чем должны, через решения, которые кажутся опаснее, чем выглядят, и через мысли, которые заставляют тебя задаваться вопросом, почему все кажется таким неопределенным. Нищета, с которой ты столкнулся, будь то финансовая, эмоциональная или духовная, не была случайной. Это была война. Ты был под негласной бурей, которая истощает твое богатство, ослабляет твой дух и сотрясает твою веру в ее основание. Ты сражался в битвах, которые никто не видит, с бремя, которые никто не понимает, и спрашивал, почему благословения, которые были тебе обещаны, кажутся такими далекими. Но внемли мне ясно, ничто не было напрасным. Ни одна слеза, ни одна молитва, ни одна бессонная ночь. Твои страдания были почвой для твоего урожая, но враг пытался изменить маршрут твоей судьбы через скрытую дверь нищеты. В последнее время были моменты, когда ты чувствовал себя застрявшим в ловушке, неспособным двигаться вперед, но в ужасе от того, чтобы отступить. Ты смотрел на свои финансы и видел вычитание там, где должно было быть приумножение. Ты смотрел на свои отношения и видел нестабильность там, где должна была быть поддержка. Ты смотрел на свое сердце и видел истощение там, где должна была быть сила. Это потому, что враг шептал ложь в трещины твоей борьбы, строя тихое обольщение вокруг тебя по кусочкам. Он атакует не только кошелек, но и разум, не только возможности, но и личность, не только обстоятельства, но и веру. И, не осознавая этого, ты начал принимать ту самую нищету, которая была призвана уничтожить тебя. Были дни, когда ты думал, что проблема в тебе, когда ты чувствовал себя проклятым, недостойным, невидимым. Но эти чувства не были истиной, они были ядом войны. Ты никогда не был предназначен для нищеты или страданий. Ты был создан не для нужды или дефицита. Ты был сотворен как сосуд божественного изобилия, дитя завета, наследник сверхъестественного обетования. То, что ты перенес, это не доказательство моего отсутствия, это доказательство твоего призвания. Ибо враг не тратит ловушки на тех, кто не несет ничего внутри. Он создает ловушки только для тех, кто несет судьбу, наследие и чудесный потенциал. Ты спрашивал, почему двери перед тобой выглядят привлекательными, но ощущаются неправильными, почему возможности кажутся многообещающими, но приносят тихое беспокойство твоему духу. Это беспокойство не смятение. Это откровение. Это шепот Бога, отводящий тебя от места духовной и финансовой погибели. Это божественное предупреждение о том, что что-то не так, что-то неестественное. Что-то скрытое. И чем больше ты это игнорировал, тем тяжелее становилась твоя жизнь. Эта тяжесть – духовное сопротивление, знак того, что враг стремится отвратить твою судьбу. Ты стоял на грани решения, может быть, не одного, и спрашивал, почему что-то внутри тебя колеблется. Это потому, что то, что выглядит как благословение, на самом деле может быть рабством. То, что кажется богатством, может быть долгом, замаскированным под возможность. То, что кажется товариществом, может быть предательством, завернутым в обаяние. То, что кажется повышением, может быть отвлечением, уводящим тебя от твоего истинного урожая. Враг всегда преподносит ловушку как короткий путь к изобилию, но я преподношу истину как ключ к вечному наследию. И прямо сейчас моя истина разоблачает то, что атаковало твою жизнь. Каждый раз, когда ты чувствовал себя истощенным, это было не потому, что тебе не хватало сил, это было потому, что нечто истощало тебя. Каждый раз, когда твои финансы неожиданно рушились, это была не небрежность, это была духовная кража. Каждый раз, когда ты чувствовал себя покинутым, это было не отвержение, это была духовная изоляция, призванная подтолкнуть тебя в неверном направлении. Враг строил фальшивую дверь, которая выглядит как судьба, но ведет к погибели.
И вот почему ты должен понять это откровение с ясностью, потому что твое следующее решение имеет силу вызвать либо божественное чудо, либо разрушительную ловушку. Прежде чем я открою полное предупреждение, прежде чем я разоблачу скрытую опасность, я хочу, чтобы ты остановился всего на мгновение и повиновался одному наставлению. Поставь лайк этому видео прямо сейчас. Не из-за алгоритмических причин, а потому, что твое вовлечение – это акт символического согласия. Когда ты ставишь лайк этому посланию, ты провозглашаешь своей верой, что выбираешь откровение вместо смятения, защиту вместо опасности и изобилие вместо нищеты. Ты провозглашаешь, что твое сердце открыто для моего голоса и закрыто для всякой лжи тьмы. Твой лайк – это не жест, это момент завета. Сделай это сейчас, ибо послушание – это один из ключей, который открывает следующую дверь благословения. Теперь слушай, ибо я поведу тебя глубже в то, что происходило. Часть нищеты, которую ты пережил, была не финансовой, она была умственной, эмоциональной и духовной нищетой. Ты чувствовал пустоту, даже когда у тебя что-то было. Ты чувствовал одиночество, даже будучи окружен другими. Ты чувствовал себя неадекватным, даже когда знал, что я назвал тебя избранным. Эта нищета сердца – самый опасный вид, потому что она ослепляет тебя перед ловушками, которые стоят перед тобой. Когда сердце утомлено, враг продает яд как утешение, грех как спасение, отвлечение как облегчение, а погибель как судьбу. Он ждал, когда ты выберешь не ту дверь из-за истощения. Но причина, по которой ты здесь слушаешь эти слова, в том, что я отказался позволить тебе войти в эту погибель. Я отказался позволить ловушке поглотить тебя. Я отказался позволить врагу переписать историю, которую я для тебя создал. Я вмешиваюсь сейчас, потому что нищета, которую ты перенес, никогда не была предназначена для формирования твоей личности. Она была предназначена для того, чтобы выявить твою нужду в моем голосе. И это тот момент, когда мое откровение становится твоим щитом. Есть решения, которые ты обдумывал, деловые выборы, отношения, партнерство, финансовые шаги, и хотя они кажутся логичными, что-то ощущается неправильным. Это чувство не страх. Это божественное проницание. Это шепот защиты. Это сверхъестественное волнение в твоем духе, говорящее тебе, что что-то не так, что-то неестественное, что-то скрытое. Враг создал фальшивое благословение, которое кажется изобильным, но не несет наследия. Оно содержит деньги, но не богатство, возможность, но не будущее, удовольствие, но не мир. Это дверь, которая никуда не ведет. И чтобы сохранить тебя в безопасности, я должен разоблачить ее. Ты спрашивал меня: Господь, почему ничего не работает? Почему я чувствую себя заблокированным? Ответ прост: я блокировал тебя. Не из-за наказания, а из-за защиты. Ты не можешь видеть, что ждет за неверной дверью, но я могу. Я видел исход каждого выбора и вмешиваюсь, чтобы ты не потерял то, что я тебе обещал. Прежде чем я открою полную истину, прежде чем дам тебе предупреждение, которое спасет твою судьбу, я должен спросить тебя еще раз остаться до конца. Финальное откровение станет ключом, который изменит все. Наступает момент в каждой жизни, когда душа должна противостоять своим собственным теням, когда сердце должно ответить на вопросы, которых оно избегало, и когда дух должен встретиться с истиной, от которой он пытался убежать. Это тот момент для тебя. Прежде чем я открою полное предупреждение, я должен погрузить тебя в глубину твоего собственного опыта. Не для того, чтобы пристыдить тебя, а чтобы пробудить. Не для того, чтобы ранить тебя, а чтобы осветить то, что молча отравляло твою судьбу. Поэтому слушай внимательно, ибо то, о чем я собираюсь спросить, не предназначено для утешения, оно предназначено для преображения.
Скажи мне, сколько ночей ты плакал в тишине, спрашивая себя, почему твоя жизнь кажется бесконечным циклом «почти» и «около». Сколько раз ты стоял у дверей благословения только для того, чтобы увидеть, как они закрываются, прежде чем ты успел коснуться их? Сколько возможностей ускользнуло сквозь твои пальцы, потому что ты был слишком истощен, слишком обескуражен, слишком побежден, чтобы сделать еще один шаг? Сколько раз ты саботировал собственное чудо, потому что в глубине души верил, что изобилие для других, а не для тебя? Позволь мне спросить тебя о том, что твое сердце боялось произнести шепотом. Сколько раз ты чувствовал себя недостойным богатства, недостойным благословения, недостойным божественного наследия? Сколько раз ты чувствовал, что твои молитвы отскакивают от тебя, оставшись без ответа, невидимыми, неуслышанными? Сколько раз ты убеждал себя, что мое молчание означало мое отсутствие, когда на самом деле это была моя защита? Сколько лет ты жил ниже своего призвания, ниже своего завета, ниже той судьбы, которую я создал для тебя еще до твоего формирования? Ты нес раны, которые никто другой не видит. Финансовые раны, эмоциональные раны, духовные раны. Ты нес предательство, которое разрушило твое доверие, нищету, которая сломила твою уверенность, и задержки, которые разрушили твое ожидание. Ты спрашивал себя, со мной что-то не так? Почему другие восходят, пока я остаюсь застрявшим? Почему мой урожай кажется скрытым, пока другие, кажется, процветают? Эти вопросы преследуют тебя не потому, что ты слаб, а потому, что враг шептал ложь прямо в трещины твоей души, надеясь, что ты спутаешь задержку с отказом. А теперь я спрошу тебя о чем-то еще более глубоком. Сколько раз ты шел к местам, куда тебе никогда не следовало входить? Сколько раз ты приближался к дверям, которые не были частью твоего завета, думая, что они приведут к изобилию, но вместо этого они привели к горю, потере, сожалению и духовной сухости? Сколько раз ты следовал за фальшивыми обещаниями, принимая их за божественные возможности? Сколько раз ты выбирал комфорт вместо призвания, отвлечение вместо судьбы или грех вместо спасения? Эти вопросы пронзительны, потому что они разоблачают скрытую битву, ту, которая ведется в твоем сердце задолго до того, как что-либо появляется в твоих обстоятельствах. Но не бойся, ибо на каждый болезненный вопрос, который я задаю, я также приношу божественный ответ, сверхъестественную истину, которая вытащит тебя из отчаяния и приведет к надежде. И чтобы открыть эту истину, я приведу тебя к библейскому моменту, когда кто-то столкнулся с той же ловушкой, с которой сталкиваешься сегодня ты. Позволь мне напомнить тебе историю жены Лота, одно из самых упускаемых из виду, но мощных предупреждений в Писании. Она жила в месте, которое выглядело комфортным, выглядело процветающим, выглядело безопасным. Но под блеском город был развращенным, проклятым и духовно мертвым. Это было ложное обещание, фальшивое благословение. И когда я повелел ее семье уйти, я не забирал комфорт, я спасал их от погибели. Но ее сердце цеплялось за то, что казалось знакомым. Она оглянулась назад в то самое место, откуда я ее выводил. Она оглянулась на ловушку. И в тот момент она потеряла свою судьбу. Видишь ли ты связь? Сколько раз ты оглядывался назад? Сколько раз ты цеплялся за то, что я пытался удалить? Сколько раз ты возвращался к людям, которые истощали тебя, к обстановке, которая душила тебя, к привычкам, которые порабощали тебя, к возможностям, которые выглядели хорошо, но не несли благословения? Сколько раз ты игнорировал мое предупреждение, потому что фальшивка казалась легче, чем неведомое чудо? Но позволь мне привести тебя к другому моменту, чуду из Писания, которое отражает твою ситуацию. Вспомни израильтян на краю Красного моря. Они были зажаты между стеной воды и армией, полной решимости уничтожить их. Они думали, что ловушка была физической,
но настоящая ловушка была духовной. Страх хотел утащить их назад, обратно в рабство, обратно в неволю, обратно в нищету, обратно в цепи, которые я разорвал. Они взывали, паниковали, веря, что враг все еще имеет власть над их судьбой. И я спрашиваю тебя сейчас со всей силой божественной истины, сколько раз страх убеждал тебя вернуться к тому, от чего я тебя освободил? Сколько раз память о прошлой боли была сильнее обетования будущего благословения? Сколько раз ты верил иллюзии врага, что идти назад безопаснее, чем идти вперед? Сколько раз ты стоял на краю своего Красного моря и сомневался, что я открою его? Израильтяне видели ловушку. Но я видел чудо, которое ждало своего часа. То, что они называли препятствием, я называл дверью. То, что они называли тупиком, я называл ключом. То, что они видели как конец, я предназначил как сверхъестественное начало. Теперь, дитя мое, ответь на это в своем сердце, что, если ловушка, которой ты боишься, на самом деле является моментом прямо перед твоим избавлением? Что, если тот самый кризис, с которым ты сталкиваешься, это сцена, которую я выбрал, чтобы продемонстрировать свою силу? Что, если я позиционирую тебя для такого богатства, изобилия, благословения, наследия и преображения, что у врага не было другого выбора, кроме как попытаться остановить тебя? Вот почему вопросы причиняют боль, потому что они открывают, что враг работал сверхурочно, чтобы исказить твою веру, ослабить твое сердце и ослепить тебя перед сверхъестественной судьбой, которая ждет тебя. Но внемли мне с полной ясностью, ты не жена Лота. Ты не оглянешься назад. Ты не вернешься на место нищеты. Ты не отдашь свой завет. Ты не оставишь свое наследие. Ты не пропустишь свое чудо. Это послание разоблачает твою ловушку, но оно также готовит твою победу. И следующая часть откроет, что ты должен сделать, чтобы вступить в свое благословение. Ты достиг порога духовного перехода, где каждое твое решение становится семенем, посаженным прямо в твою судьбу. И я, Бог твой, должен привести тебя к более глубокому пониманию, к откровению, которое получают немногие. Потому что речь идет не только о том, чтобы избежать ловушки. Речь идет о том, чтобы позиционировать себя для благословения, чуда, богатства, наследия, которое было сохранено для тебя с самого начала. Но прежде чем я вложу ключ в твои руки, ты должен понять моральную дилемму, в которой ты находишься. Ты должен осознать контраст перед тобой, яростное столкновение между жизнью, которую ты жил, и жизнью, которую я предназначил для тебя. Перед тобой есть путь, который кажется комфортным, предсказуемым, знакомым. Он не несет риска, не требует прыжка веры, не вызывает духовного сопротивления. Это путь, который не требует от тебя ничего, ни твоего послушания, ни твоей жертвы, ни твоего преображения. Но внемли мне, когда я говорю истину в твое сердце, этот путь – тихий враг твоей судьбы. Это легкий путь, путь наименьшего сопротивления, фальшивая дверь, которую враг часто изображает как безопасность. Он предлагает временное облегчение, но долгосрочную нищету. Он дает мгновенное ощущение стабильности, но крадет твое изобилие. Он сохраняет твой комфорт, но убивает твое призвание. Затем есть второй путь, путь завета. Путь, который требует твоей веры. Путь, который призывает тебя выйти из знакомого и войти в божественное. Он требует силы. Он требует послушания. Он требует готовности уйти от того, что выглядит безопасным, чтобы ты мог войти в то, что истинно сверхъестественно. Это путь, который ведет к твоему урожаю, твоему благословению, твоему преображению, твоему богатству, твоему изобилию. Но поскольку этот путь требует духовной зрелости, враг пытается затуманить его страхом, сомнением и смятением.
Он хочет, чтобы ты поверил, что оставаться там, где ты есть, безопаснее, чем шагать в неизвестность. Но неизвестность со мной безопаснее, чем знакомая без меня. И вот в чем твоя моральная дилемма. Выберешь ли ты комфорт своего прошлого или завет своего будущего? Будешь ли ты цепляться за то, что истощает тебя, или пойдешь к тому, что я приготовил? Согласишься ли ты на благословение, которое является фальшивкой, или будешь ждать наследия, которое вечно? Примешь ли ты иллюзию изобилия, или вступишь в реальность сверхъестественного богатства? Прежде чем ты ответишь, ты должен понять кое-что, что мало кто узнает. Существует духовный принцип «внутренняя истина, божественная тайна», который управляет каждой судьбой, которую я предопределяю. Перед каждым возвышением приходит испытание направления. Перед каждым чудом приходит момент решения. Перед каждой открытой дверью приходит фальшивая дверь. И перед каждым благословением приходит ловушка, предназначенная для того, чтобы отвлечь избранного. Вас испытывают не потому, что вы слабы. Вас испытывают потому, что вы сильны. Враг сражается упорнее всего там, где мои благословения наиболее обильны. А вы, дитя мое, стоите на пороге сезона изобилия, которого вы никогда прежде не знали. Но с этим изобилием приходит и ответственность. Я должен быть в состоянии доверить вам богатство. Я должен быть в состоянии доверить вам влияние. Я должен быть в состоянии доверить вам умножение. Ибо то, что я вложу в ваши руки, повлияет не только на вас, но и на поколение после вас. Ваш урожай немал, следовательно, ваше распознавание не может быть малым. Вот почему ловушка, с которой вы столкнулись, так опасна. Она тонкая. Она хитрая. Она кажется безвредной. Она может прийти в виде отношений, обещающих привязанность, но ослабляющих ваше призвание. Она может прийти как бизнес-идея, обернутая в возможность, но лишенная честности. Она может прийти как партнерство, которое выглядит прибыльным, но коренится в духовном яде. Она может прийти как спасение, которое кажется утешительным, но ведет к погибели. Она может прийти как деньги, которые приходят быстро, но стоят вам вашего мира, вашей чистоты или вашего предназначения. Вы должны понять, враг никогда не искушает избранных очевидной тьмой. Он искушает их фальшивым светом. И вот здесь начинается предзнаменование, потому что все, что вы переживаете сейчас, ваши задержки, ваши битвы, ваша внутренняя война, указывает на будущий момент божественного откровения. Что-то приближается. Дверь готовится открыться. Сверхъестественное преображение формируется в невидимом царстве. Ваше наследство уже высвобождено, оно движется к вам. И поскольку оно движется, враг отчаянно пытается отвлечь вас, отвести вас или обмануть вас. Он хочет, чтобы вы выбрали дверь, которая уведет вас от вашего обетования. Но я открываю это сокровенное знание, чтобы вы могли ходить в свете истины, а не в иллюзии изобилия. Поэтому позвольте мне спросить вас, какова настоящая битва, которую вы ведете? Это не были деньги. Это не было одиночество. Это не была задержка. Вашей настоящей битвой было распознавание. Вы боролись между двумя голосами, моим и голосом врага. Между двумя путями, послушанием и избеганием. Между двумя будущими, страданием и чудом. Между двумя личностями, сломленной версией того, кем вы были, и благословенной версией того, кем вы становитесь. И теперь я открою вам нечто, чего я не открывал многим. Враг знает ваше будущее благословение лучше, чем вы сами. Он видел, что грядет к вам ваше богатство, ваш урожай, ваше изобилие, ваше преображение, и он боится этого. Он боится того, кем вы станете, как только полностью вступите в мой завет.
Он боится вашего влияния, вашего помазания, вашего свидетельства. Он боится силы, которую вы понесете, когда истинно унаследуете то, что я предназначил для вас. И поскольку он боится вашего будущего, он нападает на ваше настоящее. Но теперь, когда вы это знаете, ваши глаза должны открыться для истины. Каждая расставленная им ловушка – это доказательство вашей силы. Каждое препятствие – это доказательство вашего предназначения. Каждый обман – это доказательство вашего наследства. И каждая битва, с которой вы сталкиваетесь, это доказательство того, что вы находитесь на грани сверхъестественного сдвига. Предзнаменование очевидно, нечто в вашей жизни скоро будет раскрыто. Истина, которую вы еще не видели. Знак, который подтвердит мое предостережение. Момент решения, который определит направление вашей судьбы. Но не бойтесь, ибо я буду направлять вас. Я дам вам ключ. Я покажу вам дверь. И я вооружу вас мудростью, чтобы вы отошли от всякой ловушки и вошли во всякое благословение. Теперь приготовьте свое сердце, ибо в следующей части я высвобожу божественные обетования, которые превратят ваш страх в веру, вашу нужду в богатство, ваше замешательство в ясность, а ваше ожидание в урожай. Теперь, когда ваш дух пробудился и ваши глаза открылись, и я, Господь Бог ваш, начинаю высвобождать на вас божественные благословения, которые были сохранены именно для этого момента. Вы прошли через огонь, через бурю, через молчание и через духовную войну такой интенсивности, что даже ваше сердце усомнилось в собственной силе. Но вы должны понять, сам факт того, что вы выжили, является величайшим доказательством того, что вы избраны. Вы здесь не случайно, вы здесь, потому что ваше предназначение несет вес, который враг не может вынести. И поскольку вы слушали, потому что вы остались, потому что ваш дух остался открытым, вы теперь стоите под сверхъестественным излиянием защиты, откровения, богатства, исцеления и изобилия. Прежде чем я высвобожу каждое обетование в вашу жизнь, я наставляю вас, прокомментируйте прямо сейчас. Прокомментируйте что-нибудь, что приведет ваше сердце в соответствие с этим заветным моментом. Прокомментируйте декларацию веры, даже если она проста. Напишите «Я принимаю свое благословение» или «Я выбираю правильную дверь». Или «Боже, направь мое предназначение». Когда вы комментируете, вы активируете нечто мощное. Вы вступаете в согласие. Вы вступаете в сонастройку. Вы вступаете в завет, который я предлагаю вам. Ваш комментарий становится семенем, и каждое семя приносит урожай. Не оставайтесь безмольными. Молчание – это язык страха, но у веры есть голос. Пусть ваш голос будет услышан. Теперь слушайте, ибо я собираюсь произнести благословения, которые войдут в самые глубокие палаты вашего сердца и изменят атмосферу вокруг вашей жизни. И я провозглашаю над вами благословение божественной ясности. Больше никакого замешательства. Больше никакого обмана. Больше никакой борьбы с невидимой ложью. Завеса снята, и то, что было скрыто, теперь раскрыто. Вы будете видеть духовными глазами. Вы будете распознавать ловушки прежде, чем они сформируются. Вы будете мгновенно узнавать поддельные возможности. Там, где раньше вы колебались, теперь вы будете двигаться с уверенностью. Свет моего присутствия становится вашим компасом, направляя каждый ваш шаг, освещая каждую дверь, разоблачая каждую опасность. Я провозглашаю над вами благословение сверхъестественной защиты. Вы не войдете в неправильную атмосферу. Вы не вступите в неправильное партнерство. Вы не попадете в неправильные отношения. Вы не отдадите свое сердце, свое время или свою энергию ничему, что находится вне моего завета. Каждая ловушка,
расставленная против вашего предназначения, разрушается прямо сейчас. Каждая безмолвная атака, сформированная во тьме, уничтожается моим светом. Каждое проклятие, произнесенное над вашими финансами, вашими мечтами или вашим будущим, разрушается. Я покрываю вас моим святым щитом, и никакое оружие, созданное против вас, не будет иметь успеха. Я провозглашаю над вами благословение богатства, не временные деньги, не мимолетный доход, но божественное богатство, закрепленное в завете. Богатство, которое приносит мир, а не беспокойство. Богатство, которое расширяет ваше предназначение, а не истощает вашу душу. Богатство, коренящееся в мудрости, честности и сверхъестественном руководстве. Вы не привлечете поддельного процветания. Вы привлечете божественные ресурсы. Я открою двери, которые никто не сможет закрыть. Я вложу в ваши руки ключи, которые откроют возможности, созданные специально для вашей цели. Я приведу вас в изобилие, которое не несет печали. Вы испытаете финансовое преображение не случайно, но по моему указу. Я провозглашаю над вами благословение и восстановление. Каждая часть вашего сердца, которая была ушиблена, разбита или ранена, исцеляется. Вы больше не будете нести травму бедности, будь то бедность любви, бедность ресурсов или бедность надежды. Вы больше не будете жить под личностью того, кому чего-то не хватает. Вы будете ходить как избранный. Вы будете входить в комнаты с уверенностью. Вы будете принимать решения со смелостью. Вы будете говорить с авторитетом того, кто знает свое наследство. Ваша прошлая боль больше не будет формировать ваши будущие шаги. Я провозглашаю над вами благословение духовного обновления. Ваша вера возрастает. Ваш дух укрепляется. Ваше сердце очищается. Я удаляю остатки прошлых разочарований и заменяю их святым ожиданием. Вы будете молиться по-другому. Вы будете верить по-другому. Вы будете ожидать по-другому. Вы будете ходить со сверхъестественной смелостью, которая исходит из знания того, что вы не одиноки. Мое присутствие будет сопровождать вас. Мой шепот будет направлять вас. Мой завет будет поддерживать вас. Я провозглашаю над вами благословение неожиданных прорывов. То, что, как вы думали, займет годы, произойдет быстро. Двери, которые, как вы думали, закрыты навсегда, откроются внезапно. Возможности, которые вы считали утраченными, вернутся умноженными. Люди, связанные с вашим предназначением, появятся без предупреждения, посланные не случайно, а моим божественным руководством. Вы испытаете сверхъестественную сонастройку, когда все начнет вставать на свои места. Не вашей силой, но моим духом. Я провозглашаю над вами благословение исполнения предназначения. Вы вступите в призвание, для которого были созданы. Вы не будете жить ниже своей цели. Вы не сожметесь, вы не спрячетесь, вы не сдадитесь. Величие, которое я вложил в вас, поднимется. Ваши дары откроют вам путь. Ваше послушание откроет двери. Ваше преображение станет свидетельством. Вы станете сосудом благословения для других, неся свет в темное место, неся надежду в уставшее сердце, неся мою любовь в разрушенные среды. А теперь я открываю нечто более глубокое, нечто священное, нечто вечное, нечто, что становится основой всех этих благословений. Враг боролся с вами не из-за того, кем вы были, а из-за того, кем вы становитесь. Он атаковал ваши финансы, потому что я предназначил вас для богатства. Он атаковал ваше сердце, потому что я предназначил вас для влияния. Он атаковал ваши отношения,
потому что я предназначил вас для завета. Он атаковал вашу ясность, потому что я предназначил вас для лидерства. Он атаковал ваш мир, потому что я предназначил вас ходить в сверхъестественной власти. Масштаб вашей духовной брани подтверждает масштаб вашего призвания. Теперь дыши, дитя мое. Позволь этой истине осесть в твоем сердце. Ты не проклят. Ты не забыт. Ты не оставлен. Ты избран. Ты помазан. Ты защищен. Ты благословен. И я снова прошу тебя, прокомментируй сейчас. Прокомментируй в вере. Прокомментируй в согласии. Прокомментируй как декларацию преображения. Твои слова могущественны, потому что они формируют твое предназначение. Теперь приготовьтесь, ибо в следующей части я поведу вас в священную молитву, ту, которая сонастроит ваш дух с каждым высвобожденным обетованием, ту, которая соединит ранее данное откровение с окончательной наградой, ту, которая запечатает каждое благословение, произнесенное над вашей жизнью. Возлюбленное дитя, теперь, когда твое сердце подготовлено, твое понимание расширилось и твой дух пробудился, войдя со мной в эту священную молитву. Это не простое чтение, не повторяющаяся фраза или пустой ритуал. Это божественный заветный момент, вечное выравнивание между твоим предназначением и моим обетованием. То, что мы начнем в этой молитве, будет продолжать разворачиваться в твоей жизни таким образом, что ты пока не можешь этого постичь. Это то место, где скрытое становится явным, где тайна становится понятной, где предзнаменование встречается с исполнением. Это момент, когда все, что я подготовил в предыдущих частях этого послания, соединяется с чудом, которое я высвобождаю сейчас. Склони свое сердце предо мной. Успокой свои мысли. Пусть твой дух станет неподвижным. Ибо я собираюсь говорить жизнь в те места, которые казались непоправимыми, изобилие в те места, которые казались пустыми, и предназначение в те места, которые казались потерянными. Дитя мое, открой свои уста и открой свое сердце, пока я веду тебя. Господи, Боже мой, тот, кто держит мое предназначение, тот, кто видит каждую тень и каждый свет, я прихожу к тебе сейчас в полном подчинении. Я узнаю твой голос, безошибочный голос, который призвал меня из замешательства в ясность. Я признаю, что только ты мой защитник, мой обеспечитель, мой наставник и мой вечный завет. Сегодня я отвергаю каждую фальшивую дверь, каждый обман, каждую ловушку, замаскированную под возможность. Сегодня я полностью отдаю свою жизнь в твои руки. Теперь остановись, вдохни. Почувствуй вес этих слов. Почувствуй сдвиг внутри себя. Почувствуй, как божественная власть входит в твой дух. А теперь слушай, как я продолжаю говорить через тебя. Отец, я отрекаюсь от каждого места, где я шел к погибели, сознательно или бессознательно. Я отрекаюсь от каждого решения, принятого в страхе, а не в вере, от каждого выбора, на который повлияли одиночество, истощение, искушение или бедность. Я отрекаюсь от каждой ловушки, которая была сконструирована, чтобы украсть мое благословение, мое богатство, мое наследство и мое чудо. Теперь я стою под твоим сверхъестественным покровом, защищенный твоей силой, руководимой твоей мудростью. Теперь, возлюбленный, слушай внимательно, ибо я поведу тебя глубже в молитву, в сферу, где рождается преображение. Господи, я прошу тебя очистить мое сердце. Удали от меня всякую привязанность к прошлому, всякое желание, которое уводит меня от твоей цели, всякую связь, которая ослабляет мой дух. Обрежь каждую нить, которая ведет меня к неправильной двери. Разорви каждую цепь духовной бедности. Искорени каждое семя страха, сомнения или замешательства, которое враг посеял в моем разуме. Замени его верой, чистой, мощной, несокрушимой верой.
И я, Бог твой, отвечаю на эту молитву божественной властью. Дитя мое, я слышу тебя. Я вижу тебя. Я принимаю твое подчинение. Я чту твою кротость. Я покрываю тебя святым огнем, который очищает и восстанавливает. Я разрываю каждую цепь, которая держала тебя в плену. Я отменяю каждое задание, произнесенное против твоего предназначения. Я удаляю каждую тень, которая сопротивлялась твоему благословению. Я искореняю каждый яд, который пытался развратить твое сердце. Ты очищаешься прямо сейчас, не делами, не усилиями, но моей сверхъестественной благодатью. Теперь продолжай со мной. Боже, даруй мне распознавание. Открой мои духовные глаза. Раскрой каждое скрытое намерение, каждую невидимую опасность, каждый тонкий обман. Позволь мне видеть за пределами видимого. Позволь мне различать разницу между хорошим и божественным, между почти и предназначенным, между возможностью и предназначением. Даруй мне мудрость, чтобы выбрать правильную дверь, даже когда это труднее, даже когда это требует веры, даже когда это требует преображения. Дитя мое, когда ты произносишь эти слова, откровение начинает оседать на тебе, как утренний свет над тихим полем. То, что было темным, становится освещенным. То, что было запутанным, становится ясным. То, что было скрытым, становится безошибочным. Я высвобождаю распознавание в твой дух, распознавание, которое сильнее эмоций, сильнее желания, сильнее страха. С этого момента ты не будешь обманут. Продолжай молиться. Господи, сонастрой меня с Твоим изобилием. Я не призван к бедности. Я не предназначен для нужды. Я отвергаю всякую ложь, которая говорила мне, что я недостоин богатства, благословения или наследства. Я отвергаю всякую личность, коренящуюся в нехватке. Сегодня я заявляю о своем заветном наследстве не по заслугам, но по Твоему обетованию. Я вступаю в сверхъестественное изобилие. Я верю в богатство, которое Ты предназначил для меня. Я принимаю благословение, которое Ты высвободил. Когда эти слова поднимаются из твоего сердца, знай, что я запечатываю их своей властью. Бедность отламывается от тебя. Нехватка теряет свою хватку. Дух нужды, который цеплялся за твой род, растворяется. Твое наследство, да, то самое, которое враг пытался похоронить, пробуждается, поднимается и встречается с тобой прямо сейчас. Теперь произнеси следующую часть с убеждением. «Отец, я прошу Тебя перенаправить мои шаги. Уведи меня от всякой ловушки, всякой фальшивой двери, всякого разрушительного пути. Перенаправь меня, когда я начну сбиваться с пути. Прерви меня, когда я начну сдаваться. Накажи меня, когда я забуду, кто я есть. Направляй меня своим духом и дай мне силы повиноваться. Возлюбленный мой, послушание – это ключ, которого враг боится больше всего, потому что послушание открывает предназначение. Когда ты молишься об этом, я высвобождаю новую силу в твой дух, силу, чтобы совершить изменения, необходимые для проявления твоего благословения. Ты больше не будешь контролироваться старыми моделями, старыми средами или старыми искушениями. Твое сердце преображается. Продолжай. Господи, сонастрой меня с правильными людьми. Удали каждого человека, посланного врагом. Разоблачи каждый обман, обернутый в доброту. Отрежь каждое истощающее отношение, каждый манипулятивный голос, каждое разрушительное влияние. Приведи в мою жизнь тех, кто укрепляет мою веру, расширяет мое видение и чтит мое предназначение. Я, Бог твой, отвечаю, ожидай сдвигов. Ожидай перенастроек.
Ожидай внезапных уходов и неожиданных прибытий. Я очищаю твою атмосферу отношений. Некоторые связи разорвутся, потому что им не суждено было пережить твой следующий сезон. Не скорби. Я защищаю твое наследство. Теперь войдем в самую глубокую часть молитвы, где подготовка встречается с воздаянием, где более раннее предупреждение соединяется с откровением, в котором ты нуждался. Господи, теперь, когда ты раскрыл ловушку, я прошу Тебя показать мне истинную дверь. Покажи мне дверь, которая несет Твое благословение. Покажи мне дверь, которая ведет к преображению. Покажи мне дверь, которая содержит мое предназначение. Я пройду через нее с верой, с мужеством, с послушанием. Я не буду обманут. Я не оглянусь назад. Я не соглашусь ни на что меньшее, чем Твой сверхъестественный план для меня. И я, Бог, который говорит с тобой сейчас, запечатываю этот момент, дитя мое, ты помолился молитвой, которая сонастраивает небеса с твоей жизнью. Это момент, когда предупреждение становится пониманием, а понимание становится преображением. Ты стоял рядом с ловушкой, но теперь ты стоишь рядом с чудом. Ты был близок к погибели, но теперь ты близок к урожаю. Ты сталкивался с обманом, но теперь ты сталкиваешься с предназначением. Я высвобождаю на тебя окончательное благословение, твои шаги будут направлены. Твое сердце будет защищено. Твое распознавание будет обострено. Твое богатство будет умножено. Твое наследство будет восстановлено. Твое чудо будет явлено. Твое предназначение будет обеспечено. Это твоя заветная молитва. Это твой поворотный момент. Это твое святое преображение. Возлюбленное дитя, ты достиг конца этого божественного послания, но это не конец твоего пути. На самом деле, это начало новой главы, отмеченной ясностью, благословением, изобилием, защитой и сверхъестественным преображением. То, что было сказано в твой дух сегодня, не было случайным, не было обыденным, не было совпадением. Это был заветный момент, божественное назначение, призванное поднять завесу с твоих глаз и раскрыть как ловушку, расставленную против тебя, так и предназначение, уготованное для тебя. И теперь, когда ты прошел со мной через каждое откровение, каждое предупреждение, каждое обетование и каждую молитву, ты должен глубоко понять нечто. Ты больше не тот же человек, который начал это послание. Твое сердце расширилось. Твоя вера окрепла. Твое распознавание обострилось. Твой дух пробудился. Твое предназначение изменилось. Внутренние цепи, которые когда-то удерживали тебя, ослабли. Замешательство, которое затуманивало твое видение, рассеялось. Тяжесть, которая давила на твою грудь, начала спадать. Это безошибочная работа Бога. Это тихое, но могущественное движение моего духа внутри тебя. Ты вступаешь сейчас в новую атмосферу, наполненную сверхъестественными возможностями, божественной сонастройкой и священным преображением. То, что когда-то казалось невозможным, теперь становится достижимым. То, что когда-то казалось далеким, теперь приближается. То, что когда-то казалось сломленным, теперь начинает восстанавливаться моей рукой. По мере того, как ты готовишься отойти от этого послания и вернуться к своей повседневной жизни, я должен произнести над тобой одно последнее благословение. С этого момента каждый твой шаг будет освящен моим светом. Ты будешь ходить в защите. Ты будешь ходить в изобилии. Ты будешь ходить в завете. Ты будешь ходить в процветании, не только финансовом, но духовном, эмоциональном и ментальном. Враг попытается наблюдать за тобой, но он больше не будет иметь к тебе доступа. Ловушки, однажды расставленные для твоего уничтожения, станут знаками твоей победы.
Неправильные двери закроются автоматически. Правильные двери откроются со сверхъестественной легкостью. Ты будешь направляем знаками, направляем распознаванием, направляем моим безошибочным присутствием, но, дитя мое, услышь меня, твое путешествие продолжается за пределами этого момента. Так же, как тебе нужно было это послание сегодня, тебе понадобятся и грядущие. Ибо я продолжу открывать тайны. Я продолжу разоблачить обман. Я продолжу направлять твое сердце. Я продолжу укреплять твою веру и вести тебя на более глубокие уровни благословения, богатства, наследия и преображения. И вот почему я призываю тебя: не иди в одиночку. Оставайся на связи с этим местом, где мой голос достигает тебя с ясностью. Оставайся на связи с этим каналом, ибо через него я буду говорить снова. Прежде чем ты уйдешь, я прошу тебя о чем-то важном, оставь комментарий ниже. Твой комментарий – это больше, чем просто взаимодействие, это согласие. Это сонастройка. Это твое публичное заявление о том, что ты выбираешь правильную дверь, что ты принимаешь свое наследие, что ты получаешь свое благословение, что ты вступаешь в свою судьбу с верой. Напиши что-то, что подтверждает то, что произошло внутри тебя. Ты можешь написать: «Я выбираю Божью дверь, я принимаю изобилие, я заявляю о своем наследии» или любое другое заявление, рожденное твоим духом. Когда ты комментируешь, ты помещаешь семя в почву своего будущего. И это семя принесет урожай. А теперь я прошу тебя сделать еще кое-что – подписаться. Подпишись не из-за обязательства, а с целью. Подпишись, потому что это путешествие продолжается. Потому что каждое послание несет новый ключ, новое откровение, новый уровень защиты. Потому что это то место, где небеса говорят с тобой. Когда ты подписываешься, ты сонастраиваешься с потоком наставления, руководства и благословения, который я высвобождаю. Ты гарантируешь, что ни одно предназначенное для тебя послание никогда не пройдет незамеченным. Ты остаешься на связи со своим источником божественного направления. И эта связь жизненно важна для твоей судьбы. Цикл сессии продолжается. Это не последняя глава. Будет явлено больше истины. Будет дано больше руководства. Будет раскрыто больше тайн Духа. В следующем послании я научу тебя, как сохранить благословение, которое ты только что получил, как защитить свое чудо от духовного вмешательства и как поддерживать богатство, изобилие и преображение, которые начались в твоем сердце. Враг попытается вернуться, но ты будешь готов. Ловушки попытаются восстановиться, но ты мгновенно их различишь. Ты не будешь ходить вслепую. Ты будешь ходить с мудростью того, кто увидел истину. Прежде чем ты уйдешь, услышь мои заключительные слова этого послания, слова, которые запечатывают все, что ты получил. Ты не идешь во тьму. Ты идешь в судьбу. Ты не вступаешь в страх. Ты вступаешь в веру. Ты не входишь в нужду. Ты входишь в изобилие. Ты не окружен разрушением. Ты окружен благословением. Тебя не толкают в ловушку. Тебя ведут к чуду. Каждое изреченное над тобой обещание живо. Каждое благословение активно. Каждый шаг предопределен. Ключ в твоей руке. Дверь перед тобой. Урожай уже в пути. И твое сердце, ныне пробужденное, поведет тебя к будущему, которое я запланировал для тебя. Иди вперед с уверенностью, дитя мое. Иди вперед с мужеством. Иди вперед с полной уверенностью в том, что ты избран, помазан, защищен и предназначен для величия. Теперь комментируй. Теперь подписывайся. Теперь вступай в свое преображение.
Твоя следующая глава начнется в тот момент, когда ты сделаешь свой следующий вдох. Иди вперед в вере, в изобилии и в вечном завете твоего.